Водоросли комбу – низкокалорийный полезный продукт. Один из важнейших компонентов водорослей – это йод. Недостаток йода в пище вызывает йод-дефицитные заболевания щитовидной железы. Кроме йода, водоросли содержат большое количество всевозможных минералов и витаминов. Белка в водорослях немного, зато много полезной клетчатки. Водоросли почти безвкусные. Чтобы они приобрели приятный вкус, их используют в составе блюд или с соусами. Покупать водоросли в сухом виде удобно, они хорошо хранятся и занимают мало места. Перед использованием их надо поместить в воду для набухания. У комбу приятный запах моря и снаружи белая соль. Для заправки комбу кунжут слегка обжариваю на сухой сковородке. Нагрев должен быть средний, кунжут перемешивайте, чтобы он не пригорел. Изменение цвета на слегка карамельный говорит о том, что кунжут готов. Через 20 минут листья водорослей надо разделить и тщательно промыть. Я промываю под проточной водой. Перед нарезкой японцы рекомендуют промокнуть комбо бумажными полотенцами, чтобы они стали менее скользкими. Я не просушиваю, потому что пробовала и большой разницы не увидела. Нарезаю на длинные полоски, а потом их делаю короткими. Нарезайте так, как вам нравится. Если вы первый раз смотрите мой канал, я хочу рассказать вам, что видео мои не просто про рецепты еды. Я показываю только ту еду, которую можно есть при повышенном холестерине, холецистите с холестериновыми камнями и атеросклерозе. Это связано с тем, что у меня тоже был повышенный холестерин. Я врач и, получив плохие анализы, занялась изучением диеты. Диета дает прекрасные результаты. Холестерин в норме, но нарушать диету нельзя. Мне, как врачу, легче понять, что и почему можно и нельзя есть. Чтобы моим зрителям было проще, я и создала мой канал. Питание с пониженным содержанием животного жира, по данным Всемирной организации здравоохранения, считается полезным и для здоровых людей. Избыток пальмитиновой жирной кислоты и трансжиров в современной пище вызывает много заболеваний. Связано это с тем, что в процессе эволюции такого количества жира, или точнее насыщенных жирных кислот в пище, люди не могли получить, а значит, были приспособлены к другому питанию. У меня получилось комбо больше, чем я планировала. Я нарежу все водоросли и лишние положу в холодильник для другого салата. Теперь настало время заправлять соусами и выпаривать жидкость. Я делаю это на сковороде. Добавляю воду, соусы мирин, соевый соус и рисовый уксус добавляю постепенно. Сначала часть порции и остальную часть в конце, потому что при нагревании соусы теряют свой вкус. Теперь сахар. Сахар – это обычный ингредиент японских блюд. Я не сторонник полного отказа от сахара, но и потребление его в избытке не приветствую. Рецепт прикреплю в описании к видео. Жидкости осталось мало, добавляю остатки соусов. Когда жидкость испарилась и водоросли подсохли, добавляю кунжут. Тщательно перемешиваю. Для тех, кто любит поострее, можно добавить порошок чили, перца. Водоросли комбо готовы. Добавляйте их к рису и морепродуктам. На мой взгляд, они хорошо сочетаются с привычными нам блюдами. Я использую в качестве салата. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь и помните, что правильное питание позволяет избежать многих заболеваний.